Здравствуйте, мои друзья! Сегодня мы с вами приготовим блюдо татарской кухни. Это вариант вегетарианский, постный. В названии этого блюда 3 буквы «ы», и называется оно кыстыбый. Готовим тесто. 200 мл кипятка, пол чайной ложки соли, 3 столовые ложки растительного масла. Все размешиваем как следует, чтобы соль растворилась. Муки у меня 350 грамм, 2 столовые ложки с горкой я отложила. Оставшуюся муку я всыпала в кипяток. Все это размешиваем ложкой и постепенно добавляем отложенную муку. Здесь нужно ориентироваться на консистенцию теста. У меня ушла вся мука, все 350 грамм. Тесто должно получиться мягким, не упругим, но не липнущим к рукам. Посмотрите, какое тесто получается. Накрываем тесто полотенцем и даем ему отдохнуть полчаса. Пока тесто отдыхает, готовим начинку. 500 грамм картофеля, я его почистила, помыла, нарезала на кубики. Его нужно отварить в подсоленной воде до готовности. Я это делаю в микроволновке. Пока варится картофель, одну большую луковицу нам нужно нарезать мелким кубиком и обжарить на 3 столовых ложках растительного масла на сковородке до золотистого, до карамельного цвета. Пока обжаривается лук, мы нарезаем небольшой пучок зелени. У меня петрушка и укроп. Вы можете добавить любую зелень на ваш вкус. Пошаговый рецепт вы сможете прочитать в описании под видео. Наш лук стал золотистым, таким красивым. Картофель сварился. Нужно картофель растолочь до однородности, чтобы не было комочков. Добавляем к нему пожаренный лук вместе с маслом, на котором он жарился. Зелень измельченную, посолить, поперчить по вкусу. Я родилась в Астрахани и очень трепетно отношусь к татарской кухне. У меня на канале есть 2 блюда этой кухни. Азу по-татарски и татарский пирог с курагой. Я дам ссылку на эти рецепты в описании под видео. Тесто наше отдохнуло. Рабочую поверхность мы подпилили мукой. Раскатываю колбаску из теста и делю его на 8 частей. Каждую часть скатываю в шарик. Каждый шарик – это лепешка. Диаметр дна моей сковородки 20 сантиметров, поэтому мы будем раскатывать лепешку размера, подходящего к моей сковородке. У меня еще есть такая крышка такого же диаметра, как дно сковородки. По ней я буду обрезать лепешку, чтобы она была ровненькая, круглая. Посмотрите, как легко раскатывается тесто. Нужно его как можно тоньше раскатать. Вот обрезаем нашу лепешку. Обрезки не выкидываем, из них получится еще лепешки. Сковородка сухая, ничем не смазанная. На среднем огне быстро обжариваем с обеих сторон лепешку до чуть заметных таких бежевых точечек. И обязательно нужно готовую лепешку накрыть колпаком или миской или полотенцем, чтобы она не сохла, оставалась мягкой. После каждой лепешки я протираю сковородку бумажным полотенцем, чтобы мука не горела. Вот такие красивые лепешки у нас получаются. Обязательно их нужно накрывать, чтобы они не сохли. Готовые лепешки мы будем смазывать растительным маслом. Я к нему добавила измельченный зубчик чеснока для аромата. И сейчас мы будем собирать наш кыстыбый. Смазываем лепешку растительным маслом. Примерно 2 столовые ложки начинки выкладываем на половину лепешки и складываем лепешку напополам. И у нас получается такой недолепленный чебурек. Верх лепешки тоже смазываем растительным маслом. Выкладываем все на блюдо и обязательно накрываем, чтобы не сохли наши кыстыбые. Из этого количества продуктов у меня получилось 10 больших лепешек и 1 маленькая. Друзья мои, если вам нравится видео, ставьте лайк. Это поможет продвижению видео. Его увидит большее количество зрителей. Кыстыбый очень вкусно и в горячем виде, и в теплом, и в холодном. Если они у вас остались на следующий день, то можно их просто разогреть на сковородке. И сейчас мы их будем пробовать. Я хочу взять вот маленький кыстыбычек и его попробовать. Посмотрите, как он мягкий и тонкий. Друзья мои, всегда удивляюсь. Из таких простых продуктов получается такая вкуснота, а я обожаю кыстыбы есть и запивать крепким горячим чаем.